О, супер, говорю и без микрофона. Еще раз всем привет. Это снова я, давно не виделись. Это будет стрим интересный, более, наверное, больше это будет как лекция, чем практические задания, но мы будем делать и практические вещи, используя разные инструменты, в том числе AI, для того, чтобы результат был ближе к тому, что нам нужно. Отлично. Итак, мы сегодня поговорим про процесс создания бренд-айдентики. Именно процесс, не то, как мы будем рисовать и так дальше, а поговорим больше про технические штуки, всякие интересные инструменты обсудим, принцип и порядок при создании айдентики. Это будет полезно для бренд-дизайнеров, которые только начинают, для того, чтобы понять, как же строится процесс. Бренд-дизайнерам, которые уже чуть более опытные или уже опытные, но найдут здесь для себя какие-то интересные фишки, инструменты и так дальше. Веб-дизайнерам это будет полезно, потому что был часто запрос от дизайнеров в нашей студии, что расскажи, пожалуйста, про бренд-айдентику, как рисовать сайты, не зная основные фишки, настроение, цветовую палитру, ключевые элементы, потому что у клиента нет брендбука. В принципе, здесь вы узнаете, на что обращать внимание, чтобы задизайнить тот самый интересный сайт, который подойдет под все пункты для клиента, чтобы передавало то самое настроение, попало в ту самую целевую аудиторию. Сразу скажу, здесь не будет супер таблетки, которые решают все проблемы, но вы найдете для себя много интересного, много полезного. И в конце, кто досмотрит ролик, получит бесплатный чек-лист, такой бренд-квиз, или я его называю бренд-воркшоп, воркбук и так дальше, который поможет вам создавать именно те элементы, которые ближе всего подойдут по настроению для клиента. Так, сначала определимся, что такое вообще бренд-айдентика или фирменный стиль. Эта коллекция — это совокупность элементов, которые использует компания, используется в бренд-визуале или же при вербальном использовании бренда. И также это комплекс не только логотипа и графических элементов, но и цветовая палитра, типографика, фотографии, фотостили, графические элементы, копирайтинг, слоганы, фразы и так дальше. И это все создает то чувство, то настроение, тот tone of voice и тот стиль бренда, как общается он со своими потребителями. И мы, в принципе, определим этот тон для того, чтобы правильно подобрать и графические элементы, и типографику, и так дальше. Или же можно идти от обратного, когда у вас есть просто логотип и типографика, и они уже задают настроение с помощью своих форм, с помощью углов, с помощью цветов и так дальше. Итак, важные пункты в создании в целом бренда. У нас вот такие вот кирпичики, с которыми мы складываем и получаем общее понимание, что это за бренд. Как я уже проговорил, первое — это логотип, цветовая палитра, типографика. Это то, что чаще всего у клиента есть уже. Он с этим приходит и говорит: мне нужно нарисовать сайт или сделать афишу или посты в соцсеть, а вы не знаете, как преподносить, потому что у него нет каких-то ключевых элементов, а цветовая палитра и типографика с логотипом сильно вам не помогают и не диктуют. Вот, поэтому мы определим tone of voice. Это тот пункт, который поможет вам определить, какие визуальные и графические элементы использовать.
какие копирайтинги, какие слоганы писать, призывы к действию и так дальше. Итак, какой у нас процесс в целом при создании бренд-идентики и брендинга? Изначально мы проводим анализ вообще клиента. Читаем, изучаем, что он себя представляет, какую информацию предоставляет, есть ли у него конкуренты, какие у него конкуренты, но чаще всего они есть. Анализируем их. Дальше мы строим на базе этого бренд-стратегию, то, как мы будем двигаться дальше, какой у нас будет мудборд, какое настроение и, как мы любим говорить, look and feel клиент будет передавать. После того, когда мы определились с настроением, мы создаем концепцию. Концепция уже дальше диктует, какой будет логотип, идентика дальше. Визуальную систему строим, какие есть ключевые элементы, паттерны, узоры, иконки, фотостиль и так дальше. И это все укомплектуется в бренд-гайдлайн. Большая база правил бренда для того, чтобы правильно коммуницировать, правильно диктовать свой стиль и сохранить тем самым узнаваемость. Опять же, по словам «правильно» это все в кавычках, потому что здесь, как я уже сказал, нет супер рецепта, как это все делать, но вы точно найдете полезные для себя материалы. И после этого всего, когда мы создали для клиента эти все пункты, уже можно имплементировать это в массы, создавать соцсети, выходить на рынок и так дальше. Вот. Нам отсюда понадобится больше всего это мудборд, само настроение, чтобы создавать концепцию. И tone of voice, как я и говорил ранее, это то, как общается клиент, какое настроение он вызывает, потому что бренд, он как человек, да, он как ваш друг или знакомый, или незнакомец, с которым вы только знакомитесь, и он сразу, вы видите, как он одет, вы видите, как он себя ведет, разговор, манеры, движения и так дальше. И, соответственно, у вас создается общее впечатление об этом человеке. Иногда это обманчиво, конечно, но в нашей стихии бренд-дизайна или дизайна в целом обманчивость может быть только тогда, когда вы неправильно транслируете сам бренд через разные носители. Как я уже сказал, филинг, чувство — это самое важное, что нам нужно сейчас понять, потому что то, как мы чувствуем или как чувствует целевая аудитория вашего клиента, так, в принципе, дальше и пойдет, возможно, коммуникация, если мы будем от этого отталкиваться, или же какие-то подачи текстов и так дальше. Вот хороший пример. Вы видите один и тот же текст, но он подается по-разному. Какое у вас вызывает ощущение? И первое, и второе. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какое ощущение вызывает текст номер 1 и какое ощущение текст номер 2. Первое — спокойствие, последовательность, динамика, последовательность и внезапность. Да, это все, в принципе, вы правильно ощутили. И вот так же само через фото-стиль, через брендинг в целом, через типографику, шейпы, цвета и так дальше воспринимает аудитория клиента по разным пунктам, да, вот как вы написали про смелость, дерзкость и так дальше. Вот нам нужно определить именно вот эта смелость, дерзкость и так дальше. Как это определить? Вот я уже говорил, вы получите Brand Voice Quiz, такая небольшая PDF-ка, где вы можете пройтись вместе с клиентом, вы можете пройтись самостоятельно, уже имея какую-то информацию о клиенте по этим пунктам. Всего 9 вопросов, каждый ответ определенное количество баллов. В конце вы просматриваете сумму ваших баллов, и это примерно будет подходящее настроение, tone of voice, как я говорил ранее, вашего клиента или вашего бренда.
И еще один из пунктов очень важный для брендинга — это архетипы. Архетипы — это как раз-таки те типы, да, назовем, те люди, с которыми, как я говорил ранее, с которым вы знакомитесь, он что-то из себя представляет, да, он либо крутой, либо такой обычный, либо стильный и так дальше. Вы также через общую сумму баллов можете понять, какой архетип вам больше всего подходит, но не стоит забывать о том, что архетипы могут перекликаться между собой, и с помощью этой PDF-ки вы сможете определить, как же все-таки себя ведет или как разговаривает, как общается, какой тон у вашего бренда или у бренда вашего клиента. Вот. Ну, конечно же, никуда без AI, уже который стрим я провожу, и все про AI. Немного забегу вперед. Скоро будет еще одна трансляция, как работать с одной AI-кой, называется Crea AI. Как с помощью референсов и движением кисти и руки вы сможете создать совершенно новые изображения, а также их апскейлить в 4К разрешении для того, чтобы использовать в ваших проектах, как раз-таки определяя ваше настроение и то, какие элементы должны быть у вас в дизайне, вы сможете через эту AI-ку чуть более детальнее и подробнее подготовить для себя материал. Да, покажу вам, в принципе, как выглядит эта PDF-ка. Вы получите вот такой вот файлик, который сможете скачать. Он из себя представляет несколько страниц PDF-ки. Сейчас постараюсь вам ее показать. Ну да, как я уже говорил ранее, я просто отсюда вытащу, чтобы сильно не спойлерить. Вот, то есть вы проходитесь по вопросам, и в конце у вас есть варианты ответа, которые больше всего подойдут. Как с этим вообще работать? Почему я сказал про AI-ку? У нас в студии вы уже видели, Андрей Наконечный рассказывал про то, как работать с GPT и, в принципе, с текст AI-ками. И спасибо за вот этот промпт Андрею. Расскажу, как им пользоваться. То есть вы определили tone of voice, вы определили архетип, у вас есть информация о клиенте, есть, возможно, целевая аудитория и какая-то дополнительная информация. И что же нам нужно делать? Ну, конечно же, сейчас мы попробуем немножко попрактиковаться. Так, вот, что мы начнем делать? Изначально, так как у меня сейчас нет под рукой информации о клиенте, я его попрошу создать эту информацию. Да? То есть я ему пишу: мне нужна информация... Нет, давайте по-другому. Так, сгенерируй мне описание стартапа. 3 варианта. Вот, что он дает. Что это Ecotech Solution, траля-тополя и название других компаний. У нас есть вот это описание. Конечно, мы можем его писать на вашем языке любом. Также можем попросить перевести на английский. Или же сразу ему писать промпты на английском языке. Так, чтобы не задерживать. То есть у нас есть вот эта информация. А лучше возьмем вот эту посередине. Попросим его перевести. Вот, то есть ChatGPT у нас сейчас переводит название компании. Все, у нас есть название компании. Дальше представьте, что больше у вас информации нет никакой. Есть логотип и типографика.
То есть что мы делаем? Мы берем наш промпт. Можно прямо вот здесь его редактировать. Там, где Project Info, мы вставляем нашу информацию. Target Audience. Например, вы у клиента спросили, какая его целевая аудитория. Он говорит worldwide, как всегда, чаще всего бывает. То есть мы пишем, например, в данном случае female and male 18-25 years. Вот. Additional info у нас, допустим, нет, да, или же там просто напишем логотип. Логотип — это wordmark просто. My tone of voice. Вот это то, что вы определили с помощью вот этого вот квиза. То есть у нас есть, к примеру... Итак, вот у нас есть overall score. То есть мы получили количество баллов, и у нас вот tone of voice вот такой. Мы это копируем. Вставляем сюда. И также мы выбрали вот 15-19 point. У нас есть под это все архетип. Это у нас вот это. Да, то есть. Так, мы пишем my archetype. Такой. My. Все. Мы вот это вот все копируем. Переходим в нашу AI. И просто вставляем. Что тут идет? Типа, мы говорим, что твоя роль такая-сякая. Ты креативный, графический специалист, работаешь и с брендингом, и с сайтами. Помоги мне создать 10 метафор. Получив детали о проекте. И также помоги мне создать look and feel, да, это само настроение для брендинга и маркетинг материалов, а также для веб-сайт элементов. Посмотрим результат. Вот, то есть нужно пробовать. Он нам дает look and feel для брендинга, для веб-сайта он тут также говорит, что нам нужно создать. Но лучше всего использовать платный ChatGPT. Я также попробую то же самое дать Барду. Сейчас он называется Gemini. Посмотрим, что из этого у нас получится. То есть он дает нам несколько метафор, да? Вы сможете более детальнее изучить, просмотреть, что он вам рекомендует, какие визуальные штуки, какие иконки использовать, на что обращать внимание. Также он помогает вам создать цветовую палитру, которая лучше всего подойдет, шрифты, imagery, то есть это визуальные решения с точки зрения изображений, иконок, иллюстраций и так дальше. Ваш тон в целом и какие-то веб-сайт-элементы. Опять же, это просто помощник, это инструмент для того, чтобы вам это быстро сгенерировать, найти здесь, возможно, какие-то визуальные моменты, которые вам больше всего подходят, или же вы можете самостоятельно пройтись и создать это вручную, уже получив результат с помощью этого квиза, который был ранее. Вот. Что дальше делается? Дальше рекомендую вам, после того, когда вы определили tone of voice и получили
некоторые решения по поводу типографики, цветов, визуальных решений и так дальше, начинать создавать мудборд. Через мудборд вы сможете с клиентом утвердить то самое настроение. Возможно, он там подскажет вам цветовые решения, которые ему больше всего понравились, фотостиль, который понравился. И с помощью утвержденного мудборда вы сможете дальше идти и рисовать ваши ключевые элементы для брендинга или же для сайта. Вот. Как же, в принципе, создавать мудборд? Я рекомендую вам сначала переходить в Pinterest. Многие скажут, что это банально. Но чтобы не находить банальные решения и устарелые картинки или не забивать себе через поиск результата, потом получать всю ленту одинаковых картинок, вы можете подписаться на меня. У меня есть много интересных досок, которые подойдут вам для создания ваших дизайнов. Вы можете увидеть здесь какие фотоконцепты. Переходим сюда. У нас есть много фотографий по настроениям. У нас есть брендинг. Тут вы можете найти много визуальных решений, как иконок, постеров, типографики, цветов и так дальше. Ну и много-многое другое. Также не забываем подписываться на наш Dribbble аккаунт, ставить лайки и вдохновляться также нашими работами, когда вы будете создавать ваш мудборд. Вы также здесь можете найти подходящие по настроениям изображения, UI-элементы, сайты, брендинги и так дальше. Ну и, конечно же, если вы хотите узнать больше про брендинг или же узнавать много полезной информации о брендинге, то рекомендую вам подписаться также на мой LinkedIn, на LinkedIn Halo Lab, на наших SEO. Мы пишем там полезные материалы по разным категориям. Про бизнес, про маркетинг, про брендинг. И ранее уже говорил в этой презентации про архетипы или про настроение, то вы можете почитать несколько постов о том, как же все-таки может позиционировать ваш бренд себя. Может ли быть он настоянным вкусным вином, или же это уже превратилось в уксус. Также просмотреть какие-то интересные решения и вдохновиться. Ну и, конечно же, не забываем про архетипы. Вы также можете найти здесь в LinkedIn полезную статью, какой же все-таки твой бренд, и увидеть примеры брендов, которые работают с такими же архетипами, возможно, как у вас или же у вашего клиента. Ну и, конечно же, в заключении вы можете отсканировать данный QR-код, получить этот бренд-квиз, workbook для того, чтобы найти тот самый тон и архетип вашего бренда. Или же в записи данного видео у нас будет ссылка в описании, и также ссылки мы добавим на наши соцсети для того, чтобы вы вдохновлялись и использовали у себя в проекте. В целом у меня все. Может быть, у вас возникли комментарии, отвечу на них. С нетерпением жду. Также будет полезно, если у вас нет вопросов, узнать, было ли вам интересно, нашли ли для себя что-то новое, ждете ли вы этот бренд-квиз, и хотелось бы в дальнейшем, чтобы вы делились результатами, помогло ли вам это при создании идентичности вашего дизайна. Вижу, что вопросов нет. Надеюсь, что все понятно, а ничего не понятно. Если у вас будут вопросы, вы видели
контакты, где вы можете связаться, написать дополнительные вопросы, получить ответ. Рад буду помочь. Всем хорошего дня.